Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков, да-да, танков, наши любимые игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре, господа, арта, фу-фу-фу-фу-фу, никому не играйте. Арта 10-го левела, немецкая ГВЕ, 100, проходная прокачиваемая техника. Я не артовод, но люди просят, сними, да больше, наверное, хотят посмотреть, как я обосрусь на этой арте, как я вообще на ней играю. Я, честно, играть-то не умею. Вот, и будет сегодня у нас обзор, как обычный танкист, не артовод, что сможет сделать на арте, настрелять, и как вообще вот конкретно эта арта будет играться. Обычно мы в начале обзора идем смотреть бронирование, но мы это сейчас изучим здесь, по циферкам. И да, кстати, прежде чем продолжим обзор, обязательно прожми лайк и подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. А теперь по поводу бронирования. Корпус спереди 80, по бортам 50, сзади 40. По бортам у нас противокумулятивные снаряды, и это нужно учитывать, когда стреляете в эту арту своими фугасиками. Да-да, фугасиками. Экранчик поможет ей. Вот. А спереди 80. И 80 миллиметров нам говорит о том, что на 10 даже левеле у СТшек, у ЛТшек, которые в основном пытаются пробить эту арту фугасом, чтобы мы с одной тычки ее забрать, что называется, да, и никому не оставить фраг, очень часто, стреляя в лоб этой арте, банально не пробивает, потому что 80 миллиметров это броня как раз против фугасов, даже на 10 левеле, обычных там средних ЛТшек танков, да, там бронепробитие на фугасах гораздо меньше, и поэтому, ребят, прежде чем пытаетесь убить фугасом эту арту, смотрите, куда стреляете. Это важно. Теперь давайте отправляться смотреть орудие, которое нам тут предлагают. А предлагают нам пушку 10-го левела. Значит, смотрите. Альфа 900 на осколочно-фугасном снаряде с оглушением. Да, с дезориентацией, как теперь это называется. С бронепробитием в 53 мм. 1200 альфа. Это обычный осколочный фугас без оглушения, без дезориентации, на 66 мм бронепробития. Повыше, побольше альфы, но нету оглушения. А это очень плохо. Вот, дальше. 640 альфа на бронебойном снаряде с бронепробитием 372, как будто там на какой-то супер ПТ-САУ. Поэтому вы сами для себя делаете выбор, по сути, какие снаряды загружать, в каком количестве. Но я вам все-таки сейчас чуть позже расскажу свои мысли по этому моменту. Заряжается пушка на стоке 39 секунд, это на стоке. Вот, ДПМ 1385, время максимальной дезориентации 18,5 секунд. Точность 0,76. Жуть какая. 0,76. Время сведения тоже почти 5 секунд. Кошмар. Просто кошмар. По полевой модернизации ничего здесь не разбираюсь. Вместе с вами учимся. Так, смотрим. В это от разброс при движении ходовой. Нам это надо, хорошая вещь. К мощности двигателя. Точно вот это нам не надо. Нам нужно вот это, доработка ходовой. В 4-м блоке к максимальной скорости вперед. К незаметности после выстрела. Вот это нам точно не надо. А вот это вот комплекс Охотник С нужно, чтобы побыстрее двигаться. В 5-м блоке от разброса при поворотах ходовой. Это нам надо. От разброс при горизонтальном наведении. И это нам надо. И это нам надо. Я бы, наверное, здесь ничего не качал на самом деле. В 7-м блоке от времени заряжания, от размера круга сведения. Наверное, все-таки настройку механизма. Побыстрее нам надо заряжаться, да. Дальше. Здесь к запасу прочности, от времени дезориентации. А здесь что? К скорости сведения. Вот это нам надо. Облегчение конструкции в 8-м блоке. А второй слот мы берем, ну, по сути, мы ничего не будем использовать. Ну, наверное, на живучесть тогда уж лучше. Теперь по оборудованию. Поскольку у нас рубка открытая, вот, вентилятор мы сюда поставить не можем, мы используем досл, мы используем усиленные приводы наводки и, естественно, мы используем УМП. Больше сюда ничего не поставить эффективного, поэтому рекомендую это именно так. Вот, по снарядам. Я уже их немного разобрал.
Вот. И хочу сказать, что я вообще на артах играю, поскольку я не такой профессионал, чтобы точно стрелять бронебойными, а учитывая точность этого орудия, надо еще в танк попасть, поэтому я всегда загружаю full боекомплект осколочно-фугасными с оглушением, с дезориентацией, чтобы когда стреляю по технике врага, их ее еще оглушать. И по моему оглушению будут наносить урон, а мне будет идти ассист. Вот такой вот хитрый, да. Вот, по снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель можно, в принципе. Хотя огнетушитель, обычный ставьте огнетушитель, не нужен даже автомат. Я вообще доп. Паёк поставил, чтобы максимально раскачать возможности этой арточки. У нас мега огромный экипаж. У нас 6 членов экипажа, 2 заряжающих радиста. Там, наверное, такой снаряд несут там с пола этого ствола 2 человека. Вот, это касаемо экипажа. Перки наблюдаете в табличке. Теперь касаемо плюсов и минусов этой арты. Я хоть и не артовод, но на цифры посмотреть умею. У меня, кстати, экипаж на 100% не переобучен. На эту арту я и снял с 9. И, кстати, здесь вот как раз доп. Паёк поможет мне минимизировать вот эти вот потери, что красным цветом выделены, они есть. Итак, заряжается у нас пушечка сейчас с оборудованием, с таким экипажем 33 секунды. Хорошо. Это хорошо. Время дезориентации мы с вами смотрели. Теперь углы вертикальной наводки. У нас они 45 градусов. Это не самые лучшие, но и не самые худшие. Это средние стандартные углы наводки для арты. И говорит нам это о том, что за какие-то прям супер препятствия данная арта не сможет закидывать. Вот если бы у нас было бы 50 или 55 градусов, да, вот уже было бы хорошо. Снаряд бы летел по такой более более круглой параболе, что называется. Сначала отправляешь снаряд в космос, а потом он сверху падает на врага. Увы, у нас этого нет. Углы горизонтальной наводки у нас 6 градусов. Вот. Время сведения сейчас у нас 4,1, а могла бы быть, ну, практически там 3,8 с чем-то. Вот, разброс 0,73 и, к сожалению, а мог бы быть 0,68, правильно, да, 0,68, но у меня экипаж красненький. Вот, по снарядам и по всему тут, что тут, все, фугасы загрузили с оглушением, сейчас будем наливать врагам. По ХП 550 и, по сути, большинство СТшек, тяжей явно не обладает такой альфой, и получается с первого выстрела нас не заберут. А фугасами мы благодаря нашей броне можем даже сопротивляться, поэтому это крутая арта. Не всегда ее заберешь с первого выстрела. По мобильности все ужасно. 40 вперед, 10 назад, 11 лошадей на тонну. Нам это точно говорит о том, что свою максималку в 40 км в час вперед эта арта будет набирать вечность. И это действительно так, она невероятно медленная, просто невероятно. По незаметности у нас 11%, что очень, скажем так, мягко говоря, плохо. Ну ничего не сделаешь, да. По обзору у нас 321 метр, естественно, мы супер слепые. Говорить тут нечего. Единственное преимущество, плюсы можно назвать, это все-таки наличие брони. И порой даже что-то можем зарикошетить и прочее. Но что нам это даст? Если нас начинают стрелять, убивать, значит нас, скорее всего, убьют. А подвижность этой арты нам банально не даст, так сказать, времени, чтобы скрыться. Поэтому мы бронированные, тяжелые. Ну, ГВЕ-100. Отправляемся в бой. Так, ребята, обзор боем у нас ГВЕ-100. Немецкая арта 10 левел. Проходная прокачивание. Я не умею на арте играть, но сейчас будем исполнять. Даже не знаю, где на этой карте на арте надо вставать. Еще утону сейчас тут.
Хэвик нормально поиграл. Он что-то расстроился совсем. Блин, он не поехал. Он не поехал, остановился. Я посмотрите, что происходит. Ну ладно. Так, здесь мы не прокидываем. Здесь нет, а вот сюда можем. Ой, хорошо. Есть. Оглушение 12 секунд. Нормально. Стоит тут. Сейчас мы тебе дадим больно. Да, ребята, я не артовод, еще раз говорю. Он сейчас выйдет. Он же бронированный, крепкий. Ничего не боится. В дом попали. Это такая замечательная точность. В дом. Не в танк, а в дом. Лучше бы я его подождал бы. Че, опять в дом стрелять будет? О, прямой. Зашел. Он аж столбы попадали, как расстроился. Ты куда поехал? Вот изверг. Этот тут спрятался. Вообще, тут скоро нас будут больно нам делать, да? Ну, понятно, не сведенный. Валим отсюда. КПЗ сейчас отстрелит. Он нами займется. Вот фланг просрали, время тратим на перекатчики. О, Хош, молодец. Я уж было хотел развернуться. Куда рванул? Оп, попали. Едем дальше. Подвижность, конечно, у нас такая всратенькая. О, ассистик. Вот вам и снаряды с оглушением, граждане.
Едем. Ну, арту сейчас без нас перебьют, я думаю. ДВП-ха. А, там Епись. Так, где Епись? Все, Еписи нет. Вот такое вот, господа, артовод. Вся двоечка там еще. О! Прямой! Охереть, без сведения, ребят. Стрельба без сведения. Так, как нам тебе вот по ушечке пострелять, да? Никак, да? Уже. Ну все, победа. Ну вот, ребят, 705 настрелял. Ё-моё, 637 ассист. Все, 1300 настрелял. Как по мне, арта? Да, обычная арта. Единственное, что у нее есть броня, и мы иногда что-то можем зарикошетить. Как это не смешно. Сколько боев видел, когда ГВЕшку не могли пробить. Ну, быстроты моих рук играть на арте не хватает. И если вы тоже не артовод и хотите там пофаниться, заряжайте осколочно-фугасные с оглушением и будете фаниться. О! Косарь настреляли! У нас же там еще один зашел. Все, косарь уже знатно. Плюс 637 ассист. Итого 1600. А че у них арта настреляла? Давайте поглядим. Бачхат у них 171 настрелял. А сколько арта было? А, вот 261, 1200. А наша арта? А наша арта где? Где? Вот он. Перестреляла наша арта. Ну, вот такие вот арты. Вот видите, урон 1500, у нас 1000. Там вообще 174 и что-то там тоже нище. 1244. Но у нас еще ассист есть, да, по оглушению. А они, может, играть без оглушения снаряда используют. Так что вот так вот. Как по мне, кусок дерьма. Вообще, в принципе, техника, потому что, ну, играть на этом, только разве что пьяный с сиськой пива сидеть и такое. Вот, по пятибалльной системе поставлю 3, выше тройки я не могу ставить артом, независимо от их тактик, технических характеристик, но что сразу, вот, на первый взгляд, для неартовода, да, очень медленное занимать позиции, перекатываться, когда фланг прорвут, на ней будет проблематично. В отличие от той же самой французской, которая будет перекатываться очень быстро, да. Так что вот так. По мне кусок дерьма. Пишите свои комментарии, играете ли вы на арте. Как вам ГВЕ 100, если есть в ангаре. Вот. Эх. Прожимайте лук под видосом. Всем пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.